конце 19 века на берегу Дуная построили 4 складских помещения и элеватор, который принимал товары из морского транспорта, переправляемые по Дунаю. До начала Второй мировой войны эти объекты были очень важными, так как все товары приходили сюда, а потом уже перенаправлялись на рынки города. После Второй мировой войны здание элеватора снесли. Позже здесь разбили общественный городской парк, который помимо острова Маргарет был единственным во всем Будапеште. А в 2011 году ОНЛ Studio спроектировала вот такой стеклянный объем между двумя отреставрированными складскими помещениями. Его основатели нидерландец Кас Остерхуис и венгерка Илона Ленард. В Revit 2010 бальня была на заставке. Оригинальное название комплекса было SET, по-английски Central European Time, центральноевропейское время, а на латинском это значит кит. Во время одной из попыток поменять имидж, название придумали новое. Ну как, теперь этот кит только по-венгерски, бальна. О том, зачем менять имидж позже, а сейчас о самой архитектуре. Комплекс лежит параллельно Дунаю, прямо на его променаде. Движение объема начинается со стороны центра и увеличивается между двумя историческими складскими зданиями Казрак-Тарак и доходит до самой высокой точки со стороны Национального театра. Стеклянная форма направлена по движению Дуная, то есть по ней можно определить, куда он течет, то есть в ту сторону. Из 4 когда-то стратегически важных складов 2 сохранили, отреставрировали и построили между ними стеклянного кита. 3-й склад обрезали на 20 метров, чтобы создать плазу перед его головой и как-то урбанистически связать его с историческим городом. В обрезанном здании вход на подземную стоянку. Но помимо этого здания обрезан весь комплекс. От города его отделяет дорога и трамвайные пути. Форма кита сделана пластично, особенно если смотреть издалека. Верхняя часть, там где чередуются белые и прозрачные панели, это спина или крыша. Ее упругая линия силуэта начинается на уровне конька крыши существующего здания и динамично поднимается вверх к голове кита. Бока у животного прозрачные, морфологически они сделаны лофтом или плавным переходом от профиля складского здания с переломом на уровне все того же конька к выпуклой форме головы, где перелом уже сходит на нет. Вот здесь очень круто видно, как скат существующей крыши переходит в плавную форму этого китообразного тела. Внутреннее пространство по ощущению приятное, особенно на 2-м уровне, где исторический отреставрированный фасад сочетается с динамичной формой крыши. С 2 сторон видны отреставрированные фасады складских помещений. Вот эти все ивент-пространства можно арендовать под какие-то мероприятия. Например, здесь проводят Budapest Fashion Week. Все красиво, пластично, но что-то таки здесь не так. Да, здесь практически нет людей. И это даже не в связи с ковидом. Работники этого центра говорили, что он пустует в течение многих лет, и они даже не знают почему. И начинается история о том, как эффектного дизайна недостаточно, чтобы здание работало. Изначально торговый комплекс бальня планировался как культурный центр. Помимо классических бюрократических проблем и затянутых на 3 года сроков сдачи, настоящей проблемой была и остается недостаточная загрузка здания. Уже на момент открытия были сомнения о его популярности. Оно не находится в очень оживленном месте. Оно отрезано от центра города магистралью. У него нет ни культурного, ни развлекательного бэкграунда. Что у него есть, это только эффектный внешний вид и интерьер. Из-за этого у здания мало частных арендаторов. 1/3 площадей до сих пор арендуют госучреждения. Первое время арендаторам можно было даже не платить аренду, а только эксплуатационные расходы. До того, пока комплекс не заполнится хотя бы на 70%. Но даже так они накопили задолженность в 500 тысяч евро. И сейчас здание так и не приносит прибыли. Все доходы идут на аренду, а задолженность арендаторов за это время увеличилась до 100 тысяч евро. Кстати, за 3 месяца до сдачи проекта на крыше здания мерцали голубые огни. Они указывали на достопримечательности Будапешта лазерными лучами. Казалось бы, такая простая прикольная идея,
Но местным жителям мерцающий свет мешал, поэтому после открытия лазерные огни погасли, как и местная слава здания, так и не успев начаться. Есть в Будапеште и другой КИТ, полная противоположность Бальни. Это эклектическое здание неоренессанса 19 века. Его качественно отреставрировали и расширили. И сейчас в нем находятся офисы нидерландского банка ING и нидерландской страховой компании. Видимо, архитектор-нидерландец здесь тоже не случайно, так как в основном современную архитектуру в Будапеште делают местные архитекторы. Так а где КИТ? КИТ в прямом смысле спрятан, его нельзя увидеть ни с одной из прилегающих улиц, а дрон в этом районе не взлетает из-за программных ограничений. КИТ интроверт. Увидеть его можно только со внутреннего двора. В середине этого объема находится конференц-зал, в него можно попасть только изнутри, а посмотреть в 3D режиме Google карт. Эта недоступность, конечно, придает зданию шарм. Дворец искусств по проекту архитектурного бюро Забоки Demeter & Company. Это пространство для 3 направлений искусства – музыки, изобразительных искусств и театра. Выставочные залы, концертный зал на 1700 мест и театр находятся в одном здании, но организованы они независимо друг от друга. Весь комплекс расположен на берегу Дуная, рядом с мостом Лагеманьоси. Раньше этот район был заброшенным. Идея в том, чтобы половина пространства была закулисная и закрытая для доступа зрителей, а половина открытая. 3 объема зрительских и выставочных залов наполовину входят в закрытую зону, а другой половиной в открытую. Все 3 видны из любой точки фойе, и это облегчает ориентацию в этом огромном комплексе. Пятно здания – это трапеция с одним срезанным углом. Задним фасадом оно примыкает к магистрали через Дунай. Фасад с гигантской лестницей, через которую входят в комплекс, смотрит взад Национальному театру. А он – полная противоположность скучноватого гиганта Дворца искусств. Центральная площадь перед главным входом в дворец – это палуба корабля. Все это находится в воде. Рядом проходит железная дорога. Ступени к восхождению на нос корабля. А справа находится затопленный... Нет, не храма Юпитера в Бальбеке. Это старое здание Национального театра на площади Луизы Блахи. Вот так с ним попрощались. Вход на театральную территорию через занавес. Добро пожаловать, дамы и господа. Рядом с театром есть галерея для временных выставок. Называется она Зиккурат. Но сделана в форме спирали. Как и все вокруг театра, галерея Зиккурат выглядит загадочно. Метафора восхождения на вершину. Можно подниматься долго по спирали, а можно взобраться по лестнице, по короткой, но очень крутой. Хотя, может, я намудрил. И с этой лестницы, как с обычного Зиккурата, просто делают жертвоприношение Мельпомене. Само здание – это набор разностилевых элементов, и судя по пространству вокруг, для каждого из элементов тоже есть какое-то метафорическое объяснение. Цветное стекло – бич современной архитектуры. Гармонично смотрится в сочетании с камнем, только если это торговый центр в Севастополе. Несмотря на то, что весь комплекс смотрится дробно и не архитектурно, скучным его точно не назовешь. В этом ярком миксе есть все. Ротонды, арочные окна, синее остекление, крылья фойе, крыло сглаживания силуэта, чтобы не было видно перепада высоты башни над сценой, и, конечно, инновационные наличники. Пример того, что будет, если выполнять все желания заказчика. Теперь идем от Дворца искусств и театра через Дунай по мосту Лагеманьоси к Спайк-Холл-арене. Это домашняя арена венгерского хоккейного клуба МАК Будапешт на 2000 мест. Спроектирована она была для австро-венгерской выставки 1995 года студии IND. Строился комплекс долго, больше 20 лет. Несколько раз стройка замораживалась, поэтому, конечно, к 1995-му они не успели.
Объем здания наполовину утоплен в землю. Выступает из нее только крыша из гофрированного стального листа. И как вишенка на торте, из этой крыши выступает 84 пирамидальных остроконечных световых люков фонарей. Напоминают они мне мой родной Киси. Там тоже были пирамидки, только не такие агрессивные. Пространство комплекса использовали для съемок нескольких фильмов. Мюнхен, Хеллбой 2, Охота на ведьм. Здесь должен был проводиться чемпионат мира по плаванию 2017 года, но позже место проведения изменили на Дунай-арену. Дану-арена по проекту Napur Architects – это центр водных видов спорта. Это реконструкция бывших бассейнов и расширение Специально для чемпионата мира по плаванию 2017 года. Изначальный проект назывался «Золотая волна», но его остановили на раннем этапе стройки. Для проведения чемпионата по стандартам ему не хватало площади для еще 150 помещений. Поэтому в новом проекте их сделали временными. Их пристраивали с двух сторон во время проведения соревнований, а потом разобрали. Это коробка большого зала бассейнов. Она расположена не параллельно к Дунаю, а под углом. Поэтому вписывали комплекс в окружающий контекст с помощью фальш-фасада. Он и есть главной особенностью проекта. Фасад сделан из 3 типов гофрированного металлического листа. И плюс к этому они еще изогнуты, и это создает эффект вибрации ветра. Закреплены эти листы на стальной каркас. Он виден через щели между волнами. И в этом есть какая-то лихая экспериментальность, которую редко встретишь, скажем, в современной архитектуре Германии или Скандинавии. При этом с некоторых ракурсов так и хочется сделать фоточку в Instagram. Так графично смотрится этот фасад. Интерьер сделан чисто и легко, здесь нет никаких экспериментов. Но видно хорошее качество пространства и свежее цветовое решение. 2 бассейна, большой и малый, пролет с несущими фермами белого цвета, белые трибуны, вышки для прыжков в воду, не такие модные, как у Захи Хадид, просто вышки. По углам пространства сделаны лестничные ядра. Просто и симпатично. Венгерский автоклуб по проекту Vicar and Lucas Architects. По сути, это обычное офисное здание, только завернутое в такую пластичную форму. На первом этаже здесь, как обычно, все общественные функции, ресепшн. В основном теле здания это офисы. На территории есть трек для тест-драйвов. В официальном описании объясняется, что изогнутая лента на самом деле буква А, но это же автоклуб. И эта идея настолько формальна, что становится симпатичной своей наивностью. В жюри конкурса были в основном политики, и жюрили они соответственно. Им понравилось, что здание решено вертикально и будет служить ориентиром для водителей. И все так и есть. Здание пластически не самое совершенное, но довольно узнаваемое. Из-за того, что здание внутренне климатизируется, архитекторам удалось освободить террасу на крыше от технических элементов, и сейчас там открытая терраса для ивентов. Первый этаж с фойе, прозрачный, много воздуха. Вот здесь такая небольшая выставка машин. Вот, кстати, есть даже Жигуль. И есть такой олдскульный болид. Редкий случай жилой архитектуры с ярким, но в то же время эстетическим видом. По проекту Габора и Бенца Турани. В плане этот жилой дом имеет U-образную форму, и один из углов плавно скруглен. По словам T2A Architects, это небольшая отсылка к архитектуре раннего модернизма. Ритм фасадной сетки Simplon A можно увидеть во многих домах в округе, которые были построены еще в 60-х годах. Идея была сделать фасад, который может красиво визуально изменяться в зависимости от повседневного использования, когда лоджию закрывают, открывают или просто затеняют от солнечных лучей. Каждая квартира идентифицирована цветом, и сами архитекторы сравнивают это с кубиками лего. Фасад сделан из цветного стекла и ролетами, совпадающими
с этим стеклом по цвету. Внутренний двор зеленый, а его структура напоминает классический двор жилого дома в Будапеште, где входные двери в квартиры идут с открытых галерей. Конечно, цвет дверей совпадает с цветом квартиры на фасаде. Через эту полуоткрытую общественную зону внутренний двор и город встречаются друг с другом, правда через решетку. На 6-м этаже в 4 отдельных белых павильонах находятся пентхаусы. Они сделаны со стеклянными стенами по периметру и отделены друг от друга садами. А вот пример современного, но супер простого дизайна, который прошел проверку временем. Остановка общественного транспорта на площади Морица Жигмонда. Местные называют павильон из-за его формы грибок. По-венгерски звучит как название новой песни Takeshi 69 «Гомба». Он был спроектирован в 1943 году и построен тогда же по проекту Йозефа Шаля. Изначально здесь были залы ожидания, кассы и кафе. Они были размещены в 3 секторах здания под кольцеобразной крышей. В середине этого кольца стоял фонтан. Такую форму он получил, потому что на то время это была кольцевая для трамваев, то есть вокруг него проходили трамвайные пути. Через некоторое время после открытия в одном из секторов поставили электротрансформаторы, а к 70-м из-за того, что за зданием не ухаживали, оно начало ветшать и выглядело полузаброшено. Так как тот тип трамваев был больше не актуален, поэтому железную дорогу вокруг этого павильона демонтировали. И Гомба осталась одна. Но в конце 90-х верховный архитектурный судья дал Гомбе статус памятника архитектуры. Справедливость восторжествовала. Чуть позже объявили конкурс на реконструкцию этого павильона, в котором выиграл Хета Дик Мютерем. Он обновил программу Гомбы, теперь это public space с барами и кафе. И по сути в дизайне практически ничего не изменилось. Центральная симметрия сохранена, кольцо крыши сохранено. Добавили то, что во время изначального проекта в 40-х годах технически было недоступно. Это изогнутые безрамные термостекла и изогнутые тонкие бетонные панели. Колонны, балки, консольные плиты крыши были отремонтированы и усилены. Все архитектурные элементы в этом проекте работают. Кольцо крыши связывает 3 сегмента и создает пространство внутреннего двора. 3 пролета связывают его с пространством площади. Парапет по внешнему периметру отделяет от шумной внешней среды, а окна в пол по внутреннему периметру ориентируют комплекс на внутренний двор. Фонтан снова на месте. Как видно из проекта Гомбы, современная архитектура в Будапеште началась уже давно, и в основном ее делали венгерские архитекторы, поэтому в ней чувствуется местный колорит. Забавно, что Будапешт, как никто другой, повлиял на современную архитектуру мира, потому что здесь в 80-х годах Габор Бояр придумал архикад. А новый виток развития архитектуры именно Будапешта происходит сейчас с крутым проектом Лигет Парка. В нем несколько объектов сделано японскими архитекторами Санаа и Су Фуджимото. Про него будет следующее видео. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А обновленный стикер-пак Архитрип для Телеграма по ссылке в описании. Там скептичная Заха Хадид, хулиган Бродский, веселый Калатрава и другие.